Приветствую вас на канале Техревизор. За что мы любим AliExpress? Ну, кто как. Может, кому-то он не сдался, но лично мне приятно осознавать, что могу сделать покупку, сэкономив на пустом месте. Всякие скидки, купоны, акции и прочее позволяют не кисло сэкономить, особенно на крупных покупках. Конечно, есть и свои риски, это надо понимать. Все-таки AliExpress это не панацея, но каждый имеет свой опыт и принимает решения самостоятельно, поэтому судить об этом нет смысла. Ну и для тех, кто все-таки хочет сохранить как можно больше денег на покупке монитора, заказать что-нибудь такое, чего нет на российском рынке, и пощекотать нервишки, я сделал подборку из 7 моделей на 27 дюймов. Нас ждет 7 абсолютно разных китайских брендов, у которых я отобрал по одному хорошему монитору. Ну и самое главное, приятному по цене. Разные есть модели с разными матрицами, герцовкой, функционалом и так далее. Постарался сделать рейтинг максимально универсальным, чтобы как можно больше людей смогло выбрать монитор под свои задачи. В общем, давайте начнем знакомиться с участниками, а перед этим можете поставить лайк и подписаться на канал. Седьмое место рейтинга занимает Bix. Минимум, который вы можете рассмотреть в покупке, если в кармане около 10-12 тысяч рублей. В рейтинге это самый доступный монитор на 27 дюймов. Есть у него свои плюсы и минусы. Первое, что не особо радует, разрешение. На 27 дюймов растянули самое обычное Full HD. Не то чтобы это прям критично. Сидя в обычном положении относительно монитора, пиксели в глаза не бросаются. То есть все оптимизировано так, чтобы никакая зернистость не мешала пользоваться монитором. Конечно, бывают 27-дюймовые модели, у которых реально страдает качество картинки из-за такого конфига, но Bix не тот случай. Здесь с этим все четко, причем в обоих смыслах этого слова. Далее матрица. Само собой, самое что ни есть бюджетная 8-битная VA. Некоторых, конечно, такое не устроит. Якобы VA передает очень тусклые цвета, имеет плохие углы обзора и вообще от нее глаза болят. Да, IPS в некоторых случаях будет лучше, но и бюджетная VA не отстает и компенсирует свои недостатки, например, глубоким черным цветом, чистым белым. Да, и в конце концов, обычному юзеру, который не пользовался десятком топовых мониторов, эта профдеформация не грозит. Окажется, что и цвета достаточно насыщенные, и картинка яркая, и глаза вроде не болят, если не сидеть по 10 часов без перерывов. В общем, придраться можно разве что к небольшим засветам по краям, и то еще нужно постараться их найти. Ну и частота обновления экрана у монитора ограничена 75 Гц. Не то чтобы я ожидал здесь увидеть 144, но и 75 вполне достаточно для базовых задач. Поэтому в плане картинки к этому монитору я претензий не имею. Да и по внешней части тоже придраться сложно. Да, нет никакой регулировки экрана. Более того, во всем рейтинге у мониторов с этим проблема. Но в крайнем случае это решается кронштейном, который цепляется за крепление веса на задней панели. Плюс сзади есть стандартный набор разъемов из одного HDMI и VGA. Ничего сверхъестественного, поэтому монитор отлично подойдет как рабочий вариант или домашний для киношек, серфинга и думскроллинга. А вот шестое место занимает Zeus Lab 27C 2K 165H. По сравнению с прошлой позицией, этот довольно сильно отличается характеристиками, но и плата за это соответствующая. Что уж там, это один из самых дорогих мониторов в рейтинге. Кстати, поэтому он и оказался на довольно низкой позиции, из-за не самого лучшего соотношения цены и качества. Но так как монитор все равно хороший, не хотелось его игнорировать. Вдруг кому-то настолько зайдет, что несмотря ни на что захочется поставить себе на стол. Так вот, начнем с того же разрешения. Здесь на 27 дюймов уже соответствующее 2560 на 1440 пикселей, поэтому за пиксельность и зернистость переживания можно откинуть. Тут стоит VA-матрица, и для некоторых это огромный минус. Хотя, само собой, никаких критических недостатков у этой матрицы нет. Даже по сравнению с матрицей прошлого монитора видно, что цветопередача отличается в лучшую сторону. Но оно и понятно. Все-таки не просто так этот монитор дороже стоит. Тут производитель завода позаботился поставить матрицу как можно лучше, откалибровать как следует, чтобы претензий у пользователей не было. Поэтому помимо глубокого черного и чистого белого, еще и остальные цвета достойны внимания. Даже HDR завезли, и он на удивление не для галочки. Максимальная яркость монитора 500 кандел на метр в квадрате, что большая редкость в среднебюджетном сегменте. То есть уже даже по этому параметру монитору есть с чем работать, есть что высветлять, делая сцены в играх и фильмах более натуральными.
Ну и еще одна существенная обнова – частота обновления в 165 Гц. Пользоваться таким монитором все же поприятнее за счет плавной картинки, и для этого не обязательно играть в игры. Даже в рабочих процессах очень приятно наблюдать такую плавность, лишь бы ваш ПК вытянул. Ну и неизменной осталась подставка, все такая же деревянная в плане регулировки экрана, ну хотя бы разъемов на заднюю панель докинули. Само собой появился DisplayPort, за счет которого появляется 165 Гц, плюс добавили Thunderbolt и USB, чтобы HDMI не так одиноко было. Пятое место я дал монитору AOC SX-M 2К 144 Гц. От прошлого он мало чем отличается, но при этом цена его на порядок ниже. Поэтому если прошлая модель не запала вам в душу и вы все равно стараетесь принять рациональное решение, получить больше за меньшие деньги, то именно этот монитор достоин внимания. Проще говоря, он лучше подходит под критерии цена-качество. Тут у нас все такое же разрешение 2560 на 1440 пикселей, то есть не за счет этого цену ниже сделали. При этом максимальная частота обновления 144 Гц. Да, не 165, но между ними нет разницы в пропасть, чтобы поставить этому монитору минус по этому критерию. Тут все та же VA-матрица, качественная, откалиброванная и проработанная матрица, которая ну никак не разочаровывает. Цветопередача, углы обзора, качество картинки, насыщенность всего диапазона цветов. Все на хорошем уровне, прям таки не придраться. Ну серьезно, даже над засветами здесь поработали. Почему встречаются мониторы либо с минимальным свечением по краям, либо вообще без каких-либо признаков? За такую стоимость это огромное достижение. Но на чем тогда сэкономили? Ну, например, на яркости. AOC SX-M выдает максимум 350 кандел, поэтому HDR-контент здесь не такой ярко выраженный, как у прошлой позиции. Далее разъемы. Здесь только два стандартных порта HDMI и DisplayPort. Ничего лишнего, только минимум необходимого. То есть вот такие детали здесь проработаны меньше. Но лично для меня они не являются решающими. Поэтому я бы лучше сэкономил эти 30%, если бы речь шла о рациональной покупке. Ну или есть вариант докинуть пару тысяч и взять вот этот Kuri 27 и 6QC. Он в некоторых моментах получше будет. Вот так, если посмотреть, он даже выглядит немного дороже за счет мелких деталей в дизайне. Как-то более гармонично этот монитор смотрится. Но дизайн — дело индивидуальное, не мне решать. Из дополнительных плюшек выделю наличие FreeSync и G-Sync. Это для геймеров полезная штука. Убирает разрывы кадров, когда видеокарта тупит, и выдает меньшее количество FPS, чем показывает вам монитор. Эти технологии вставляют дополнительные кадры, нейтрализуя такие разрывы. Ну а так, в целом, это тоже классный монитор, как и прошлый. 2К разрешение, 144 Гц, VA-матрица. Что обо всем этом можно сказать? Ну, HDR все такой же бесполезный, на него ставок не делайте. А к картинке претензий не имею. Само собой, если не говорить о бракованных вариантах. Битые пиксели, полосы, выгорание и прочие артефакты пагубно влияют на пользование монитором. Конечно, есть еще когда-то нормально терпимо. Маленькое пятнышко где-то в углу, битый пиксель в незаметном месте. Но когда через весь экран проходит зеленая полоса, это не матрица, это полная шляпа, что тут объяснять. Но как раз в этом и кроется риск. Риск получить бракованную шляпу. Хоть он и не велик, но никогда не равен нулю. Поэтому в крайнем случае придется открывать спор, делать возврат и заказывать у более надежного и проверенного продавца. На всякий случай уточню, что для этого рейтинга я подобрал только проверенных продавцов. Поэтому за брак можно переживать чуточку меньше. Тройку лучших открывает монитор Mukai N270. Любители IPS-матрицы, прошу вашего внимания, это все-таки первый монитор с такой матрицей в рейтинге. 8-битная IPS во всей своей красе. Охватывает широкий диапазон цветов, выдает насыщенные тона и контрастную картинку. Прибавим к этому 2К разрешение, устанавливаем конфиг в 27-дюймовый монитор и получаем отличнейший дисплей за свою цену. А там уже юзайте его как хотите. Играйте, листайте соцсети, смотрите фильмы, работайте. Неважно. Это универсальный монитор. Да, бюджетного сегмента есть свои недостатки. Например, частота обновления экрана. Максимум выжимает 100 Гц при подключении через DisplayPort. Конечно, не 144, но и не 60. Золотая середина, которая комфортна при выполнении любых задач. Игры, может, не так классно идут, но если вы знаете, что ваш комп способен на больше и хотите получать от него более чем 100 FPS, продолжайте смотреть видео. Есть еще один очень заманчивый вариант. Этот же Mukai все
равно цепляет и своей картинкой, и своим дизайном, а когда смотришь на ценник, так еще теплее на душе становится. Но все же придется смириться, что регулировать монитор вот так из коробки вы не сможете. Либо кронштейн на крепление веса 70 на 70, либо попробуйте адаптироваться. Но в любом случае, если, например, есть реальная необходимость повесить монитор вертикально, мало ли какая специфика работы, у вас есть такая возможность. Да, придется еще немного потратиться, докупить оборудование. Но AliExpress тем и хорош, что можно сбить еще несколько тысяч, введя промокод или дождавшись акции. Поэтому вот так легко можете компенсировать дополнительные траты. На второй строчке модель от Jifoma. Первый и единственный в рейтинге монитор с разрешением 3840 на 2160 пикселей. То есть на 27 дюймов приходится 4К разрешение. Тут уж про плотность пикселей и зернистость можно даже не заикаться. Ну и радует частота обновления в 144 Гц. С первого взгляда я увидел в этом мониторе идеальный конфиг для 4К гейминга. Ведь все идеально сходится, да еще и за такую цену. Но разочарование наступило сразу, как только я увидел, что в 4К разрешении производитель ограничил частоту обновления до 60 Гц, поэтому на выходе мы получаем монитор скорее для работы, просмотра фильмов, серфинга. Хотя, конечно, никто не отменял гейминг в 60 FPS. 144 это сугубо мои предпочтения. Но все-таки можно поиграть в 144 Гц, только придется снизить разрешение до 2К. Как по мне, это тоже не так страшно. Ведь собрать комп, который потянет 4К при 144 Гц при хорошей графике, ох, какая непростая задача. 2К все-таки полояльнее к железу будет. Поэтому в этой ситуации есть свои минусы и плюсы. Лично меня бы это никак не напугало. Главное, чтобы картинка была качественной. Ну и с этим проблем не будет. IPS-матрица делает свое дело. Создает контрастное изображение с натуральными тонами и избыточной яркостью. Именно избыточной, чтобы уж точно на недостаток не жаловались. А там, кому надо, может подкрутить любой параметр в настройках и получить изображение, которое будет приятно для глаз. В остальном по дизайну, портам, функциональности ножки этот монитор ничего интересного не показал. Все те же 2 HDMI, один DisplayPort, дубовая ножка и самый обычный вид. Но оно и понятно. Все-таки за такую стоимость, в которую уместили адекватную матрицу с 4К разрешением, ожидать широкого функционала в остальном уж точно не приходится. Лидером рейтинга стал Tiansu 27 инч 2К 240 Гц. У него не регулируется подставка по высоте. Монитор все еще можно максимум повесить на кронштейн, чтобы хоть как-то покрутить и настроить под себя. Tiansu не оснащен какими-то необычными функциями и дополнительными фичами по типу LAN-порта, встроенный Bluetooth, Wi-Fi модуль, веб-камеры. Но первое место он все равно заслужил, так как понравился мне вовсе не за это. В этом мониторе я больше всего оценил частоту обновления экрана. Здесь вы не ограничиваетесь разрешением и герцами, максимум заканчивается на 240 Гц. То есть, понимаете, какой это уровень плавности? А какой мощности должен быть комп? И в том случае нереальный, поэтому не нужно, сломя голову, бежать в магазин за таким монитором. Для начала нужно понять, а нужен ли такой моник вообще? Может, для ваших задач вполне хватит 144 Гц и 2К? Или такой конфиг элементарно комп пока что не тянет? Конечно, производитель предусмотрел FreeSync и G-Sync, чтобы сглаживать косяки и рваные кадры, но это может быть недостаточно, если железо реально не справится. В общем, ситуация индивидуальна, но суть вы и без меня знаете, поэтому если вы точно уверены, что вам подходит такой монитор, мне остается только добавить пару слов о картинке. Этот монитор работает максимум в 2К разрешении на базе 10-битной IPS матрицы. Картинка получается отличная, не могу сказать, что она сильно отличается от каких-то прошлых моделей. Просто такая же яркая, контрастная, насыщенная. Изредка встречаются небольшие засветы по краям, но из приятного сюда завезли адекватный HDR, который хочет, а главное, может показать вам улучшенную по цветопередаче картинку. Поэтому найдите какой-нибудь фильм или игру, чтобы поэкспериментировать с этой функцией. Должно понравиться. Ну а если вам все-таки эти 240 Гц вообще не сдались, остановитесь на какой-нибудь из прошлых моделей. В общем, выбрать есть из чего. Окончательное решение остается только за вами. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.